В этом выпуске мы отправимся в город, который по праву называют лучшим местом для наблюдения за китами – Херманус. По пути мы заедем на дегустацию винное хозяйство, которое входит в топ-20 лучших виноделин Африки. Оценим гостеприимство курортного городка и его китовую инфраструктуру. И, конечно же, отправимся на встречу с китами. А повезет нам или нет, это вы скоро узнаете. А прямо сейчас поставьте лайк за труды, подпишитесь на канал, и мы начинаем. Наше пребывание в Кейптауне закончилось. Оно хоть и было достаточно краткосрочным, но тем не менее у нас сложилась картинка по этому городу. Да, конечно, мы, как наши известные блогеры, не лазили по тауншипам, не участвовали в никаких криминальных историях, показали лишь его часть туристической жизни, рестораны, архитектуру, видовые площадки. Но, сами понимаете, 2 дня на такой огромный город — это просто ничто. Поэтому для того, чтобы его изучить, нужно, конечно, выделить и гораздо больше времени, и гораздо больше средств. А мы отправляемся в сельскую местность, отправляемся в сторону Хермануса и будем знакомиться с винодельческими хозяйствами, с бытом и с жизнью фермерских хозяйств, которые уже находятся в некотором удалении от Кейптауна. На живописной дороге мы отправляемся на юг, в сторону мыса Игольный. Сначала картинка окрестностей не сильно радует глаз. Мы проезжаем, казалось бы, бесконечные бедные цветные районы, тауншипы. Одно- и двухэтажные халупы, налепленные вплотную друг к другу, крыши из профнастила, куча столбов, проводов, горы мусора и обязательный атрибут — спутниковые антенны. Так выглядят как раз те самые неблагополучные районы Кейптауна, где туристам, да и в принципе белым, точно не стоит показываться. Здесь у них располагаются и свои школы, и магазины, и другие социально значимые учреждения, ну, например, больницы. В тауншипах живет преимущественно рабочий класс. И люди, в основном, конечно, женщины, работают на обычных работах, то есть официантами, хостес в отеле, уборщицами, ну и так далее. И чтобы вы понимали, зарплата у этих женщин в основном около 5000 рендов, что в переводе на русские рубли получается около 25 тысяч. Но чтобы добраться из тауншипа в Кейптаун, куда-то до своей работы, у нее будет уходить около 1500 рендов. То есть, по сути дела, ей остается 3500 рендов. Это на наши деньги 16500. На эти деньги ей нужно содержать своих детей, всю семью кормить. И еще, как правило, нужно содержать своего мужа либо бойфренда, потому что он сидит в тауншипе, занимается какими-то там непонятными делами. В общем, крепенько сидит у нее на шее. Поэтому не так-то и просто здесь зарабатывать и выживать. Тауншипы сменяют поселение совершенно другого уровня. По внешнему виду сразу понятно, что это жилье не для бедных. Интересно, каковым является их соседство. Но с другой стороны, если бы это было как-то напряжно, я думаю, что здесь бы никто никогда не стал жить. А вообще тут хорошо. Много зелени, рядом возвышаются горы, а с другой стороны берег Атлантического океана. Благодатная зона для сельского хозяйства. Именно поэтому здесь расположились поселки для сезонного персонала, приезжающего на заработки в определенный период времени. Выращивают здесь и виноград, и яблоки, и много чего еще. Мы поднимаемся на перевал. Чем выше забираемся, тем становится красивее и ветреннее. По пути в Херманус нам предстоит преодолеть перевал под названием Сент-Лоренс. Чем он известен? Он известен тем, что в штормовые дни, когда сильный ветер, здесь переворачивают контейнеровозы, большие, тонкие, высокие автобусы с прицепами. Ну, в общем, он опасен, и постоянно случаются такие случаи. И самое фиговое, то что сегодня как раз очень сильный ветер.
На самом перевале мы делаем короткую остановку, чтобы оценить силу ветра. Невооруженным глазом видно, что даже машину шатает, что уж говорить про деревья. Опасения водителей были за прицеп, в котором находился наш багаж. Все по той же причине – сильного ветра. Пройдя перевал, открываются совершенно иные виды. Растительность меняется, как и погода. Стало солнечно, но также ветрено. Периодически видим поваленные деревья вдоль дорог, что еще раз говорит о том, что сильный ветер тут не редкость. По местечковым дорогам через виноградники мы направляемся в очень известное и престижное винное хозяйство Бушар Финлайсон. Расположенной среди холмов долины Хемель-эн-Аарде, что в переводе звучит как «небо и земля», Бушар Финлайсон широко известна как одно из ведущих винных хозяйств Южной Африки. С теруаром, определяемым как плодородными почвами, так и прохладным морским климатом, виноградники Бушар славятся производством отмеченного наградами пино-нуар, элегантного шардоне и савиньон блан. В то же время не менее популярные купажи демонстрируют всю глубину мастерства и инноваций виноделов данного хозяйства. Бушар удобно расположен в живописном месте в 90 минутах езды от Кейптауна, недалеко от всемирно известного центра наблюдения за китами Херманус. Хочу отметить, что данная винодельня входит в двадцатку лучших винодельческих хозяйств Южной Африки, а это очень высокое звание. Мы попадаем в красивое белое здание в традиционном стиле шале 17-18 века. Деревянная мебель, камин, бокалы и, конечно же, то, ради чего сюда все приезжают – вино. По пути к дегустационной комнате мы знакомимся с хозяйством через его вино и награды, которые оно завоевало на престижных международных выставках. Здесь мы видим, что у вина очень много различных наград, но я думаю, что об этом нам сейчас расскажут. Обалденная антуражная комната, где проходит дегустация. Здесь пахнет немного такой сыростью, влажностью, прохладно, естественно, вину нужна определенная температура. Вокруг расположены стеллажи с бутылочками. Нам сейчас готовят дегустацию. Будем пробовать это вино. Далее нас приглашают в одну из дегустационных зон, на мой взгляд, самую роскошную. Судя по всему, для нас засервировали уже вот этот стол. Он находится здесь, посреди погреба. И посмотрите, как же здесь антуражно и красиво. Ты просто идешь посреди бочек, вдыхая ароматы слегка винной такой прелости, винной сырости. Очень я люблю это дело, друзья. Вы сами понимаете, после таких мероприятий настроение плохим быть не может. Честно скажу, что у нас еще будет много дегустаций впереди, и эта дегустация мне запомнилась больше всего, хотя все они были по-своему хороши. Где-то это целый гастроужин, где-то словно прогулка по сказочному парку,
Иногда дегустация выглядела как экспириенс по страницам журнала Forbes, а где-то по ювелирному салону. Все это вас ждет впереди. Здесь, на винодельне Бушар, меня впечатлило то, что посреди винного погреба, где в бочках вызревает превосходное вино, стоял мощный стол со специальными закусками к вину, и мы, словно приглашенные почетные гости, восседали и оценивали этот божественный напиток. Нас сразу познакомили с одним из сортов белого вина под названием «Белое из моря». Это купаж рислинга, виньяра и шардоне. И теперь, когда в наших бокалах налито прекрасное вино, самое время отправиться и познакомиться с процессами производства. Если очень поверхностно, то есть несколько схем производства вина. Первое – это когда созревший виноград отправляют в пресс, где из ягоды отжимается сок. Далее винный жмых сепарируется от виноградного сока, и далее в специальных резервуарах при определенных температурах начинается процесс ферментации. Через определенное количество времени ферментация заканчивается, и готовое сусло, пройдя еще ряд важных технологических процессов, либо отправляется в дубовые бочки, так сказать, дойти, либо разливается по бутылкам и отправляется на отдых в погреб. При второй схеме виноград жмется, и ферментация происходит без сепарации сока от жмыха, который у виноделов называется мезга. И сроки, и температуры у этих процессов также очень важны. Вообще в производстве вина неважных процессов не бывает. Все это контролирует энолог, человек, отвечающий за переработку винограда в вино, следящий за всем процессом и выбирающий методы производства. Переходим к дегустации. Нам предстоит сет из 5 видов вина. И двигаться мы будем от самого простого и массового к более дорогому и выдержанному. Дело в том, что виноград, из которого делается вино, не выращивается на этой ферме, а он поставляется из другого района. Местность называется Крокодиловая низина. И, собственно, вино так и назвали. Далее мы продегустировали еще один вид шардоне. Вино достаточно молодое, еще, как говорится, играет. Будем пробовать следующее. И перешли уже к красным видам. Бушар славится своим пино-нуар, и к нему-то как раз мы и приступили в данный момент. Как выяснилось, пино-нуар очень капризная лоза. И если вы просрочили сбор винограда на 1 день, то весь урожай можно пускать под трактор, так сказать. Поэтому здесь сбор урожая нет ни выходных, ни проходных, только удар в колокол и погнали. С каждым новым видом вина планка поднималась, и мы переходили на следующий уровень. Так в наших бокалах появилось вино «Ганнибал». Суть в том, что здесь вино сделано, так сказать, методом купажа 3 сортов винограда итальянского и 3 сортов винограда французского. И если в Европе купаж считается, историей так себе, то здесь, в Южной Африке, купажированные вина очень крутые и очень пользуются популярностью. Ну а в заключении нам подали одно из самых топовых и дорогих вин хозяйства, которое уже наливалось в наши бокалы через декантер, чтобы максимально раскрыть его потрясающий вкус и аромат. Конечно, ароматика. Ароматика. Вот это да. Нам принесли вино, которому 28 лет, пино-нуар. Ароматика такая, что просто сшибает тебя с ног. Такое, как хамон иберика. После такой дегустации, сами понимаете, и настроение, и мироощущение в целом стало гораздо лучше. Прекрасное времяпрепровождение, эта дегустация. Едем дальше. Херманус – это маленький курортный городок, одно из старейших поселений ЮАР и популярный туристический объект в любое время года.
Это исключительной красоты место на утесах, нависающих над берегом живописной бухты, было открыто в начале 1800-х годов фермером Херманусом Пьетерсом, который, следуя слоновьей тропой, вышел к морю именно в этом месте. Спокойное и красивое место, хорошая погода в течение года и близость моря сыграли решающую роль для рождения здесь нового города, который назван в честь первопроходца этих мест Херманус. Мы размещаемся в центре города, так сказать, на первой береговой линии, в очень популярном апарт-отеле Harbor House. И, закинув вещи, отправляемся на знакомство с городом. В нашем путешествии появилось небольшое окно. И сегодня у нас есть день, чтобы выдохнуть. Сегодня мы спокойно прогуливаемся по этому замечательному курортному местечку под названием Херманус. В городе много уютных ресторанчиков, магазинов, больших и маленьких отелей, а также роскошных вилл для сдачи в аренду. Городская архитектура изобилует старинными зданиями, в городе разбиты прекрасные ботанические сады, великолепные белоснежные пляжи Хермануса манят к себе не только желающих искупаться и загорать, но и активных отдыхающих, предлагая заняться серфингом, а также поплавать на каноэ, покататься верхом и порыбачить на диких пляжах. Но надо помнить о температуре воды, особенно всем любителям поплавать в водичке типа парное молоко. Главный туристический козырь Хермануса – это, безусловно, его статус мировой столицы китов. Да, ежегодно сюда, в бухту Уокера, приплывают десятки этих огромных млекопитающих для рождения своих детенышей. Это происходит в период с июля по декабрь. Киты подходят очень близко к берегу, не доплывая всего 15-20 метров. И за ними можно свободно наблюдать со специальных смотровых площадок на прибрежных утесах. В момент, когда кит наиболее близко подходит к берегу, специальный китовый часовой кричит в рупор, чтобы все приготовились к этому волнующему зрелищу. Мировой фонд природы считает Херманус одним из 12 лучших мест в мире для наблюдения за китами. В некоторые дни в бухте можно наблюдать одновременно более 20 особей. Ежегодно в сентябре-октябре в Херманусе проходит фестиваль китов с выступлениями уличных музыкантов, ярмаркой китовых сувениров и прочим. А в самом Херманусе расположен музей китобойного промысла. Но сейчас на дворе август, и, видимо, киты еще не слишком многочисленны в этих водах. И чтобы убить двух зайцев, увидеть китов и встретить потрясающий рассвет, в этот день я встал ни свет ни заря и отправился снимать таймлапс. Да, с утренними китами как-то не свезло. Но посмотрите, сколько здесь китовой инфраструктуры. Это вот как раз место, откуда просматривается практически вся бухта. И, по сути, если киты будут, то отсюда их будет видно лучше всего. Да, действительно, здесь все как будто вам кричит, что киты, киты, киты повсюду. И в городской среде, и в тропинках вдоль побережья, и в скамейках, с которых очень здорово наблюдать за океаном, из которого периодически должны показываться киты. Очень много людей с утра бегают по этим дорожкам и совмещают утренний бег с whale-watching. О китах и их жизни можно многое узнать и из информационных баннеров, которые тут повсюду. Прогуливаясь по вот этой дорожке вдоль побережья, отовсюду открывается потрясающий вид на залив. И это место известно тем, что здесь можно увидеть китов. Вот что как бы говорит нам вот этот стенд. Горбатые киты обитают во всем мировом океане. Они следуют сезонной модели миграции.
В водах Южной Африки их обычно можно увидеть в июне-июле, когда они путешествуют на север к более теплым тропическим водам, где они размножаются, а затем возвращаются в их южные места кормежки в Антарктиде, примерно в октябре-ноябре. То есть, приехав сюда в августе, по сути дела, это, походу, самый не сезон для китов. Скажу честно, нам очень понравилось прогуливаться по дорожкам, благоухающим в зелени вдоль побережья, периодически выводящей нас на крутейшие панорамные смотровые площадки. А это наш старый знакомый Даси, тот самый родственник слонов. Все это время по другую сторону дороги располагались виллы. Я еще подумал, как же здорово жить в такой вилле. Всегда шикарный вид, свежий воздух, спокойствие, респектабельность. Чтобы взглянуть на них поближе, мы свернули с прибрежной тропинки и зашли вглубь квартала с виллами. Это место, где бы я хотел, наверное, побыть подольше. Очень крутое, поэтому все, кто думает, где встретить старость, либо где-то просто пожить подолгу, подумайте о Херманусе, Южноафриканской Республике. И что самое главное, здесь очень безопасно. Хотя решеточки на первых этажах у многих есть. И если та часть города, в которой расположены наши апартаменты, там больше отелей, ресторанов, то вот здесь как раз частный сектор, виллочки, первая, вторая, третья линия. Все такие беленькие, в колониальном стиле. Очень здорово здесь гулять. Просто потрясающий ландшафт. Есть ощущение, что вот эти все виллочки, апартики, большинство из них сдается, потому что, как правило, иностранцы люди практичные, и тогда, когда они здесь не живут сами, это все можно сдать. Для этого, я думаю, что надо зайти на Airbnb и посмотреть, что, собственно, мы сейчас и сделаем. Наверное, у вас возник вопрос, неужели, находясь в самом китовом месте, мы остались без китов? На данный момент с китами дело обстоит так. С берега они увидены не были, но тут есть специально организованная морская прогулка, на которой, как правило, китов можно увидеть. И более того, она у нас даже была запланирована, но из-за штормовой погоды были отменены все выходы в море, и в том числе наши гарантированные и забронированные места на этих корабликах. Но не на тех напали. Мы пришли в турагентство, которое нам просто попалось по пути, и чудом смогли купить билеты на первый утренний рейс в день нашего отъезда из Хермануса. А еще отсюда можно сгонять на леденящий кровь популярный аттракцион – погружение в клетки с белой акулой, той самой, которая может запросто сожрать человека. В этот раз я не решился, потому что не брал с собой подводное снаряжение, но в будущем обязательно это сделаю. И теперь нам лишь остается дождаться раннего утра, чтобы отправиться в китовый поход. Сегодня мы отправляемся на одну из самых известных и популярных активностей в этой местности Херманус – поиск китов.
Хочу сказать, что нам это удалось сделать далеко не с первого раза, потому что море штормит. И вот сегодня утром на рассвете, потому что на рассвете, как правило, волн нет и погода позволяет, мы видим, что небо достаточно ясно. Я надеюсь, что нам повезет. Все пассажиры собрались, персонал провел брифинг, на котором рассказал немного и про китов, и про технику безопасности на судне. После этого мы все заняли места на кораблике и отправились в море, точнее океан. Наш корабельный гид, размахивая бумажным пакетиком, шутил, что вас может укачать. И именно для этого я вам раздам пакетики, потому что в море и так достаточно красивой и вкусной еды для рыб. Такой вот морской юмор. Чем дальше мы отходили, тем сильнее начинало качать. И в этот момент важно было смотреть на горизонт или на сушу, и ни в коем случае на воду внизу. Из-за гор забрезжил рассвет. С воды это было очень красиво. Повезет ли увидеть китов с воды? Ответ на этот вопрос никто не знал, и вся публика внимательно всматривалась в горизонт в надежде услышать выдох кита. Вновь повторюсь, почему Херманус считается столицей наблюдений за китами. Каждый год зимой на протяжении сотен тысяч лет сюда заходят десятки горбатых и синих китов, чтобы родить здесь детенышей и после этого отправиться в далекий путь в богатые кормом антарктические моря. Поэтому-то мы сейчас и болтаемся на этих пологих, но все же не слабых волнах. Продолжаем поиск, но по-прежнему пока безуспешно. И вот, наконец-то, вдали показался кит. Мы увидели его выдох. Ура! Киты есть! Теперь остается ждать, когда он снова выйдет на поверхность. И вот он. Да, это то, что все так долго ждали. Это просто невероятно. Прыжок кита – это самое удивительное зрелище, что мне доводилось увидеть. И готов это смотреть еще и еще. Для чего он это делает? Есть несколько версий, и все они имеют право на жизнь. Одни ученые утверждают, что таким образом, выпрыгивая, горбачи избавляются от паразитов, живущих на их могучем туловище. Другие же говорят о том, что таким образом они нормализуют пищеварение. Третий же уверяет, что, выпрыгивая из воды, таким образом они дают понять о своем присутствии сородичам, создавая звуковые волны. В любом случае, для кита выбросить на поверхность 15-метровое тело весом около 30 тонн – это очень энергозатратная процедура. Ради этого точно стоило и рано вставать, и болтаться по волнам. Гид, видя, что публика довольна, в шуточной форме всем напомнил про чаевые, и мы отправились в сторону порта. А по пути назад нас ждал еще один приятный бонус в виде огромной стаи дельфинов. Ну а теперь нас ждал шикарный завтрак в Харбор Хаус. И сразу после него я приглашаю вас на рум-тур. Ведь вам наверняка интересно узнать, что из себя представляют здешние апартаменты.
Солнечная закрытая веранда, камерное, но очень стилизованное пространство создавало особое настроение. Все такое домашнее, уютное. Здесь был и традиционный европейский буфет со специалитетами в виде солями, сыра, фруктов, свежевыжатых соков и йогуртов. Все продукты были отменного качества. Девчонкам подали яйца Бенедикт, ну а мы с Егором заказали традиционный английский завтрак. Если честно, выглядит это так, как будто это самый вкусный завтрак за все эти дни у нас будет. Очень красиво. Все продукты свежие, сачок вкусный. Здорово. Позавтракали, теперь погнали на рум-тур. Вот такие двухэтажные апартаменты были у каждой семьи. Вид на море – обязательный атрибут. Своя веранда, на которой есть гриль и стол с мебелью для посиделок на открытом воздухе в хорошую погоду. На первом этаже расположена просторная гостиная с диванами, с креслами и с камином, потому что сейчас камин очень актуален. И, честно скажу, каждый вечер мы грелись, его жгли. Вообще здесь отопление происходит с помощью теплых полов и с помощью кондиционеров. Если честно, я был удивлен, что вся встроенная техника была от очень именитого бренда Miele, а не встроенная от Smeg. Но это прям жир жирнючий. На втором этаже наших апартаментов расположены 3 санузла и 2 спальни. Но ничего сверхинтересного там нет, да и тем более, что постели не убраны. А вот балкон с видом на море – это вещь. Вид из номера, смотрите. Во, это просто бомба. Так, ну и это еще не все. Есть лестница в подвал, в котором расположен паркинг. Мы сейчас спускаемся. Вот, пожалуйста, посмотрите, здесь есть паркинг, достаточно просторный, но большое количество автомобилей. Поэтому каждый из своего номера может прийти в паркинг и воспользоваться этим. Это очень удобно. Вот такие прекрасные апартаменты. Хотелось, конечно, здесь побыть подольше, но тайминг очень жесткий, и мы едем дальше. Теперь о Херманусе вы имеете полное представление, а мы отправляемся в следующий винный регион Франшук. Но это уже будет совершенно другая история. И в следующей серии мы вас познакомим с винными хозяйствами этого региона, посетим ранчо, в котором живут хищники-актеры, и познакомим вас с 2 роскошными бутик-отелями, в один из которых нам даже придется лететь на самолете. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и до новых африканских встреч!